Полный разлад. В Кремле проговорились. Белый дом игнорирует предложение Путина. О чем речь? Высотки раскачивались, потолки трещали. Мощная встряска после объявления ракетной опасности. Точки над «и». Кадыров впервые за несколько недель прокомментировал сообщение об аварии с участием его сына. Подробности шокируют. Обстрелы только на пользу. Губернатор нестандартно использовал блэкаут в регионе в своих целях. Как, расскажет. Разворот на 180 градусов. Старые союзники Путина в разных странах внезапно меняют курс. Что случилось? Коллапс по всей стране. Телеграм в России работает со сбоями. Стала известна причина. Об этих и других событиях к вечеру вторника, 10 февраля. Коротко о главном. Новости Нехта. Факты, скорость и ясность. Украина может стать членом ЕС уже в 2027 году. Об этом пишет Политика со ссылкой на европейских дипломатов и чиновников. Схема получила название «Обратное расширение». Она позволит Киеву присоединиться к Союзу еще до завершения всех необходимых реформ. Суть плана – поэтапное вхождение. Сначала Украина получит расширенный доступ к институтам и процессам ЕС, включая неформальное участие в переговорах по ключевым вопросам. При этом в Брюсселе подчеркивают, никаких скидок по реформам не будет. Членство работает только тогда, когда есть реальное преобразование, говорят чиновники. Но сам факт раннего вхождения должен стать сильным сигналом и для Украины, и для скептиков внутри Союза. Главная проблема – Виктор Орбан, который блокирует расширение. В ЕС рассматривают несколько сценариев давления на венгерского премьера. От попыток воздействия через Дональда Трампа до крайней меры лишения Будапешта права голоса по статье 7 договора ЕС. А пока в ЕС обсуждают скорое членство Украины, Москву не берут в Совет мира, основанный Трампом. В Кремле публично жалуются, Вашингтон молчит. Трамп ранее признал, что послал приглашение Путину, но хозяин Кремля решил снова поиграть в игры с Белым домом и предложил хитрый план. Россия согласна направить $1 миллиард, но из замороженных в США активов. Но по прошествии 3 недель Дмитрий Песков вынужден признать. Такое предложение действительно было высказано президентом России. Ответа мы пока не получили. Похоже, Путин опять всех переиграл, но, как теперь говорят, отрицательно переиграл. Тем временем Вашингтон плотно взялся за бывшего союзника Москвы, причем прямо у нее под носом. США вложат в Армению миллиарды долларов. Об этом заявил вице-президент Джей Ди Венс во время визита в Ереван. Это откроет путь для заключения сделок между американскими и армянскими компаниями в рамках проектов гражданской ядерной энергетики. Это означает до $5 миллиардов первоначального экспорта из США плюс дополнительные $4 миллиарда долгосрочной поддержки в виде контрактов на топливо и техническое обслуживание. Цель практически не скрывают – снизить энергетическую зависимость Армении от России. Соглашение, подписанное Венсом и Пашиняном, открывает путь для замены советской Метсаморской АЭС, которая дает около 40% всей электроэнергии стране. Вместо нее США предлагают современные малые модульные реакторы. Сейчас станцией управляет Росатом, а топливо полностью поставляется из России. И это как раз то, от чего Ереван хочет уйти. Ваш визит поистине историчен, поскольку вы первый вице-президент США и самый высокопоставленный американский чиновник, когда-либо посетивший Республику Армения. Но это не все. Как заявил Пашинян, Ереван закупил у США партию разведывательных беспилотников V-BAT на миллионы долларов. Армения уверенной поступью уходит с российской орбиты. Новороссийск этой ночью серьезно трясло после объявления ракетной опасности. По свидетельству местных жителей, высотки раскачивались как игрушечные. В квартирах трещали потолки, в подъездах сыпалась плитка. Люди в панике выходили на улицы. Но причиной был не налет ВСУ, а природное явление. Землетрясение магнитудой 4,8. Просто как нас тряхануло сейчас. У меня трясутся руки, челюсть ходуном ходит, челюсть как нас тряхануло.
У меня просто ходуном ходил весь дом. Толчки зафиксировали примерно в 2:30 ночи, буквально через несколько минут после отмены ракетной тревоги. Эпицентр находился в 30-35 километрах от города на глубине 10-20 километров. Мэр Новороссийска Андрей Кравченко заявил, что разрушений нет. Может, природа на что-то намекает? Спустя почти месяц после сообщений о ДТП с участием сына Кадырова Адама ситуацию наконец-то прокомментировал отец орденоносного сына. Хозяин Чечни расставил точки над «и». Оказывается, мы все не так поняли. По стране 128 тысяч аварий, 13 тысяч 9, но так правильно. Танадия барабатин таадо маул штагвас Кадырова аварии на уйдёшь, хабарши приелок дастана. Мировая новость номер 1. Рамзан Кадыров высказал такую версию во время встречи с прокурором республики Арсаном Адаевым и высказал по-чеченски. В русскоязычной версии поста в телеграм-канале главы Чечни почему-то нет ни слова об аварии и сыне Адаме. Зато есть наказ прокурору бороться с фейками в интернете. Между тем, достоверных данных о состоянии 18-летнего Адама Кадырова до сих пор нет. По неофициальным данным, 16 января его кортеж попал в ДТП. Погиб водитель другой машины, сам Кадыров-младший и несколько охранников были госпитализированы, а затем его самолетом МЧС отправили в Москву. Чеченские государственные СМИ тем временем публикуют архивные видео с участием сына Кадырова, выдавая их за новые. Евросоюз готов пойти дальше. В новый пакет санкций против Москвы планируют включить порты в Грузии и Индонезии, которые обслуживают экспорт российской нефти, сообщает Reuters со ссылкой на текст предложения. Если это предложение будет принято, оно станет прецедентом. Раньше санкции ЕС не затрагивали инфраструктуру третьих стран напрямую. Меры включены в проект 20-го пакета санкций ЕС, который могут одобрить к 22 февраля. Тем временем Королевский флот Великобритании создает на восточном побережье страны командный центр для борьбы с российским теневым флотом. Как пишет The Sunday Times, военные смогут лучше отслеживать подсанкционные танкеры и захватывать их. Эти планы подтвердил министр обороны страны Джон Хилли, тот самый, который недавно делился мечтой похитить Путина. Власти понимают, что длительное удержание танкеров обойдется дорого, счет может идти на миллионы фунтов, поэтому обсуждается идея покрывать расходы за счет продажи конфискованной нефти и направлять часть выручки Украине. Догнать и перегнать Америку обещал когда-то Никита Хрущев. Путин ставил задачу поскромнее – догнать и обогнать Португалию. И вот сбылось, Россия догнала Европу, но не по ВВП, а по уровню цен на продукты. В начале 2026 года продукты в РФ стоят столько же, а часто и дороже, чем в странах ЕС. Это следует из анализа важных историй на основе данных Росстата. В десятках стран Европы, от Польши и Чехии до Испании и Литвы, половина базовых продуктов стоит дешевле, чем в России. Литр молока в немецком Lidl стоит в 1,5 раза меньше, чем в Пятерочке, а помидоры в РФ вдвое дороже европейских. Дешевле в ЕС также вода, фрукты, сыр, картофель, рис, зелень и вино. Почти паритет только по куриному филе. Но главная значительная разница в доходах. В итоге россияне тратят на еду около 30% доходов, тогда как в ЕС от 12 до 25%. За 4 последние года рост цен составил около 35%. Интересно, не связано ли это как-то с полномасштабной войной против Украины? Британская крайне правая партия Reform UK, связанная с Найджелом Фараджем, крестным отцом Брексита, срочно пытается избавиться от репутации друзей Путина. Причина простая. У партии растут шансы на победу на выборах, а британское общество по-прежнему поддерживает Украину. Как пишет политика, представители Reform UK в последние месяцы встречались с европейскими и украинскими дипломатами, уверяя их, что партия поддерживает суверенитет Украины и не хочет распада
Распада Североатлантического альянса. Сам Фараж теперь называет Путина очень плохим парнем, допускает уничтожение российских самолетов в небе НАТО и выступает за использование замороженных российских активов в пользу Киева. Проблема в том, что память у Европы хорошая. В 2014 году Фараж открыто восхищался Путиным, а в 2024 говорил, что Запад сам спровоцировал войну расширением НАТО. Скандал только усилился после того, как экс-глава валлийского отделения Reform UK получил 10 лет тюрьмы за взятки от России. Похоже, разворот происходит и во Франции. Молодое крыло национального объединения во главе с Жорданом Борделлой пытается дистанцироваться от пророссийского наследия Марин Ле Пен. Борделла уже публично называет Россию угрозой и поддерживает поставки оружия Украине. И не из внезапной принципиальности, а потому что связь с Путиным токсична накануне выборов. Ушла зима, настало лето. Спасибо партии за это. Будете смеяться, но губернатор прифронтового российского Белгорода воспользовался тяжелой ситуацией в городе для рекламы своей, а заодно и Путина партии. За 2,5 дня пункт обогрева прошли 551 человек. Самой большой популярностью пользовался пункт обогрева филармонии. На втором месте офис «Единой России» на Гражданском проспекте. Как бы невзначай, Вячеслав Гладков в своем обращении еще раз употребил название правящей партии. Получается, блэкауты, как и санкции, только на пользу. Еще в воскресенье Гладков бил в набат и объявил о частичной эвакуации населения, но в понедельник передумал, хотя отключения продолжаются. По сообщениям местных телеграм-каналов, вчера в Белгороде без электроснабжения оставалось 100 тысяч человек, то есть треть жителей города. Во вторник перебои со светом и водой продолжились, но заместитель Гладкова Сергей Довголюк теперь называет их плановыми. Базу выдал губернатор Курской области Хинштейн. Мы должны быть, если потребуется, Олег Эдуардович, готовы к тому, чтобы принять жителей Белгородской области. Кажется, Хинштейн хочет сорвать такую хорошую рекламу своей партии в Белгороде. Хотя, может, и в Курске беженцев из Белгорода будут греть в местных офисах «Единой России». Телеграм начинают душить тихо и без официального запрета. Российское государство запустило частичное ограничение работы мессенджера, пишет РБК. Речь идет о замедлении сервиса по всей стране. Оно, по данным издания, уже действует. Ранее Роскомнадзор обвинял Телеграм в содействии мошенникам и террористам. Сервис уже второй день работает с серьезными сбоями. На мониторинговых платформах фиксируют тысячи жалоб. Пользователи в основном жалуются на проблемы с загрузкой фото, видео и голосовых сообщений. Формально запрета нет, но по факту мессенджеры начинают прикручивать по знакомой российской схеме. Ну и самое время напомнить. Вас никто не предупредит, когда начнут отключать. Не напишут «сейчас пропадет связь». Вы просто проснетесь утром, а YouTube не открывается. Телеграм висит, новости молчат, и вы даже не поймете сразу, когда и что произошло. Есть люди, которых можно выключить одной кнопкой, перекрыть доступ и все, они пропали. Но есть и другие, те, кто не живет по навязанным правилам, кто хочет видеть больше, понимать глубже и не ждать, пока ему что-то разрешат. Если вы смотрите этот канал, вы точно не из тех, кого можно просто так заблокировать. Next Step VPN – это интернет, который принадлежит только вам. Ни провайдеру, ни цензуре, ни системе. Будьте среди тех, кого невозможно отключить. В чем Лавров обвинил команду Трампа и как без слов ответил Москве Пентагон? Какие результаты уже дал план Вашингтона по душению старого авторитарного режима? Об этом мы рассказывали вам в прошлом выпуске. Посмотрите, если не видели. Увидимся уже утром.